Друзья, этот выпуск будет о бизнесе по-бразильски. Добро пожаловать в Бразилию. Поехали. Молодые люди не хотят создавать бизнес в Бразилии. У нас это очень сложно сделать. Я мечтаю попасть в список топ-100 Forbes. В 5 моих салонах набили себе татуировку более 1,5 миллиона людей. У меня сейчас одна татуировка, но на все тело. Бразилия сегодня лидер экономического развития, но пока только среди стран Латинской Америки. Самые популярные сферы бизнеса здесь авиаперелеты, выращивание продтоваров, посадка лесов и туризм. Но если вдруг вы решитесь создать свой бизнес в этой стране, то вот вам совет. Открывайте тату-салон. Местные просто с ума сходят по татуировкам. Тут круглый год лета, одежды минимум, и украшать свое тело всевозможными наколками – здесь это целая культура. Друзья, вы готовы? Нас ждет самая большая тату-сеть в Бразилии. Этот человек организовывает крупнейший в мире тату-фестиваль в Сан-Паулу, на который, вдумайтесь, съезжается 70 тысяч человек. 5 тысяч человек его обслуживает. У него в сети тату-салонов, в сети барбершопов посещают 49 тысяч клиентов. А начинал он с простого парня на квартире, который бил тату. Давайте узнаем, как это начиналось. С чего все начиналось? Когда вы открыли первый тату-салон и как пришла идея заниматься именно этим? Татуировать людей я начал 35 лет назад еще дома. И делал это хорошо. Клиентов становилось все больше, но также приходили люди, которые хотели со мной работать. И я понял, что пора открывать салон. А когда клиентов стало еще больше, мы решили, что пора открывать целую сеть салонов. Аньо, я хочу спросить главные ошибки, которые вы сделали, когда строили ваш бизнес. Первое, о чем я жалею, я неправильно подбирал людей. Как партнеров, так и работников. Я понял, что партнеры должны быть в первую очередь честными, а сотрудники не просто профессионалами, а фанатами своего дела. Какие планы у вас на ближайшие 5 лет? Я буду продавать свой бренд. Вообще-то я считаю франчайзинг классной идеей, когда ты развиваешь свой бизнес, но за чужие деньги. Что вас вдохновляет? Что дает вам в жизни энергию вставать каждый день по утрам? Нужно любить то, что ты делаешь, и много работать. Поэтому я рекомендую выбирать то дело, которое по-настоящему нравится. Ведь это становится частью твоей жизни, если не всей жизни. Марсело и Кио – партнеры по бизнесу и в жизни. В августе прошлого года они организовали совместный бизнес – компанию Asia Colors. Сейчас их основные направления – это производство одежды и развитие сотрудничества со странами Азии. Как пришла идея заниматься тем бизнесом, которым ты сейчас занимаешься? Компания Asia Colors родилась в рамках грантового проекта для молодых начинающих бизнесменов. Было 1200 участников, и я со своей идеей оказалась в числе 40 лучших. И таким образом удалось запустить проект, цель которого не только зарабатывать деньги, но и развивать сотрудничество Бразилии с азиатскими странами. Марсель, я хочу тебя спросить, как вести бизнес для девушек в Бразилии? В Бразилии очень высокие налоги и укорененная бюрократия, а быть бизнес-вумен в Бразилии – настоящий вызов, поскольку существуют некие стереотипы, что местным девушкам интересен только карнавал, футбол, развлечения, одним словом. А поскольку большинство бизнесменов мужчины, то очень сложно заставить их воспринимать тебя серьезно. Марсель и Кио, они муж и жена. Расскажите, друзья, как вы совмещаете личную жизнь и бизнес? Самое сложное – это доказать Марсель, но она в чем-то не права в плане бизнеса, но при этом не поссориться с ней и не обидеть. В семейной жизни я всегда стараюсь уступать, но в работе такие компромиссы могут иметь плачевные последствия. А для меня важно то, что, работая с мужем, я работаю с партнером, которому могу доверять. Я не сомневаюсь в его честности. И для бизнеса очень удобно, что мы всегда вместе. Какие-то форс-мажоры мы можем легко устранить, даже не будучи на работе, потому что мы всегда рядом. Что вы посоветуете тем людям,
в Бразилии, в Украине и в других странах, которые начинают свой бизнес. В первую очередь нужно поверить в свою идею, поверить в себя и в свой бизнес. Даже если никто в тебя не верит и весь мир против, все равно надо идти к своей цели. С самого начала нужно понимать, что будет много проблем, но все они решаемы. Всегда найдется выход. Главное, не опускать руки. Друзья, это бизнес по-бразильски. Привет, Украина! Подписывайтесь на канал Young Business Club. Конечно же, самый популярный вид предпринимательства в Бразилии – это туризм. Каждый год эту страну посещает свыше 5 миллионов туристов, оставляя здесь от 4 миллиардов долларов. Это в свое время понял Луиш и основал свою туристическую фирму, ради которой бросил университет. Ему уже 28, и он достаточно успешный бизнесмен с незаконченным высшим образованием. В месяц у меня выходит около 12 тысяч долларов заработка. 4 тысячи идет на оплату налогов. Сколько стоит открыть вас юридическое лицо? Если посчитать все затраты на открытие моей фирмы, то выйдет, что я заплатил 10 тысяч долларов. Да, в Бразилии делать бизнес сложно. Я думаю, поэтому люди предпочитают быть наемными работниками, брокерами, юристами, врачами. Быть предпринимателями у нас не стремятся. Луиш, поделись топ-3 ошибки своего бизнеса и какие выводы ты на основании их сделал. Первое – это когда работа становится твоей жизнью, в том числе и личной. Это неправильно, не нужно забывать о себе. Когда я это понял, я ушел в другую крайность. Я много бездельничал, просыпался утром, смотрел телевизор. Это меня расслабляло, и я ничего не успевал сделать полезного. Это неправильно. А нужно проснулся, поработал, а вечером уделил время себе и личной жизни. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю еще до 50 лет попасть в список топ-100 Forbes. Один друг мне сказал, что успех состоит 10% это думать и принимать правильные решения, и 90% это вкалывать, быть очень устремленным, не останавливаться, работать и работать тяжело каждый день. Друзья, мы находимся в крупнейшем бизнес-клубе Южной Америки – World Trade Center Business Club. В нем состоит более 1000 предпринимателей, членские взносы от 3 до 12 тысяч долларов. И у нас появилась идея законнектить наших предпринимателей с Украины, с России, с СНГ, с предпринимателями Бразилии и Южной Америки. Для того, чтобы то, что производим мы, продавать здесь, и то, что производят здесь, в Бразилии и Южной Америке, продавать в наших странах. Для этого мы познакомимся с Ромулой, который расскажет нам больше о том, как работает их клуб и какие здесь есть бизнесмены. Поехали! У нас есть отличные производители кофе, есть бренды одежды, которые могут быть действительно интересны. И, конечно же, сельскохозяйственная продукция. Бананы, сахар, а также мясо, курятина, свинина. Только назовите, что нужно, и мы это у себя найдем. Наши участники – это такие компании, как IBM, Oracle. Их представители в Бразилии состоят в нашем клубе. Друзья, то, что мы услышали, что такие компании, как IBM, как Oracle, отправляют своих SEO в бизнес-клубы, как World Trade Center Business Club. Ну, для меня это открытие, потому что, ну, вы понимаете, да, эти большие компании понимают, что значит связи и насколько можно влиять внутри страны, когда твой ключевой человек, SEO, находится в подобном бизнес-клубе. Друзья, перед тем, как поехать в какую-то страну, я посмотрю десятки сайтов, куда поехать, что посмотреть и выбрать локации. И в этом выпуске мы покажем вам те места, которые мне понравились больше всего от души. Но показать самое популярное место в Рио-де-Жанейро не так-то просто. То, что с высоты выглядит примерно так, внизу смотрится так. А еще тебя обязательно кто-то дернет его сфотографировать. Конечно, ведь далеко не все поднимаются сюда со своим оператором. Друзья, мы в месте, о котором не знает большинство туристов, приезжающих в Бразилию. Благодаря нашему гиду мы попали на Педро де Бонита. Это гора, которая соединяет два пляжа.
Макумба и Перейра. Друзья, прожив в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, я пришел к 3 выводам. Вывод первый. Здесь не хотят молодежь делать бизнес, большинство. Большинство людей хотят просто стабильную работу. Второе. Я увидел здесь высокий уровень преступности. Когда мы бежали первую ночь, мы увидели, как 4 чувака вскрывают киоск, они его грабили. И третье, я увидел, что здесь высокие налоги. Что они здесь выше, чем у нас, например, в Украине или в других странах, Молдова, Россия. И, блин, это странно, потому что мы так жалуемся, что у нас так все хреново, на секундочку. Но здесь, поверьте, хуже. И, друзья, невзирая на все это, они здесь делают бизнес. И зарабатывают они здесь 10, 12, 15, 20 тысяч долларов. Вставайте с дивана, закрывая этот ролик, только поставьте лайк. И начинайте делать. Вокруг меня очень много предпринимателей, я с радостью вам помогу. Я оставлю свой номер под этим видео и свою ссылку на соцсеть. И давайте дружить вместе, давайте делать вместе нашу страну. Подписывайтесь на канал и будьте с нами. Minha mãe por invalidez e meu pai motivo de doença. Вот здесь World Trade Center Business Club, в котором состоит более 3000 предпринимателей. Откуда 3000, друзья? Друзья, это был бизнес по-бразильски. Привет, Украина! Participar. Participar.